Приветствую, уважаемые натуралисты, с вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Господа, какими только странными существами не наполнен перевернутый континент. Если сравнивать местную фауну, например, с нашей, то иногда кажется, что там совершенно другая планета. Вот вы думаете, что самое страшное существо в австралийских краях — это змеи, пауки и крокодилы? Вовсе нет, ведь не зря я называю этот континент перевернутым. Там все с ног на голову. Кого действительно стоит бояться на северо-востоке Австралии и в тропических лесах Новой Гвинеи, так это птицу-динозавра, которая способна убить даже дюжину австралийских и американских солдат. Итак, встречайте казуара, род крупных нелетающих птиц семейства казуаровых, отряда казуарообразных. Название птицы-динозавра заимствовано из индонезийского языка и происходит от папуасского казувери, что в переводе означает «рогатая голова». Для начала стоит пояснить, что есть аж 3 вида казуар. Первый – шлемоносный, второй – казуар мурук и третий – оранжево-шейный. Но нас это не сильно волнует, ибо друг от друга они мало чем отличаются, а волнует нас то, что казуар – это самый близкий родственник динозавра из числа современных пернатых. Он бегал по джунглям Новой Гвинеи, где сейчас и обитает, еще тогда, когда этого острова и фланах у планеты не было. Рептилоидное прошлое дают о себе знать уже с первого взгляда. Этот птеродактиль вырастает до 2 метров ростом и весом в 70 килограмм. Обман, скажете вы, ибо видно, что эта курица максимум по пояс. И вы будете правы, но не потому, что я обманываю, а потому, что этот пернатый динозавр ходит согнувшись в 3 погибели. Все 3 вида имеют вырост на голове, который называется шлемом. Он состоит из рогового вещества вокруг твердого материала, имеющего губчатую структуру. Имеется несколько версий о функциях этого шлема. Возможно, он является вторичным половым признаком. По другой версии, казуары используют шлем для того, чтобы пробиваться через подлесок во время бега. Возможно также, что казуары используют его как оружие в схватках за доминирование или как средство для разгребания опавших листьев во время поиска пищи. Еще есть предположение, что шлем казуарам нужен для того, чтобы усиливать громкость своего голоса. А орут казуары безбожно, а рог выступает в роли резонатора, делая этот звук еще громче. Зачем это этим неуравновешенным птицам, доподлинно неизвестно. Самки казуара крупнее самцов, более ярко окрашены и имеют более крупные шлемы. Молодые казуары имеют коричневое оперение. У них отсутствуют яркие краски на шее и выросты на голове, которые значительно меньше, чем у взрослых птиц. Не надо быть зоологом, чтобы понять, что у такой гигантской птицы должны быть соответствующие ноги. Благодаря им птица-рептилоид не только бегает со скоростью уличного гонщика 40-50 км в час, но и раздает знатных люлей своим главным врагам, собакам динго и лысым приматам. Обычно бой с казуаром заканчивается за 1 удар, причем нокдауном, ведь лапки у нашего пернатого бойца не только сильные, но и красивые, с идеально наточенным маникюром. Боевой внутренний коготь казуара достигает 10-15 сантиметров в длину. При этом казуар знает точно, куда надо бить, чтобы одним ударом убить противника. Он обычно целится в сердце, то есть грудную клетку. А вот тело этого 2-метрового динозавра защищает перьевая броня. Она предохраняет птицу от удара и падений. Эта броня многослойная. Почему многослойная? Все просто. Из одной луковицы выходит сразу 2 пера. Одно большое, которое мы видим, другое маленькое. Оно заменяет пуп. Так что пернатый динозавр не только вооружен, но и защищен. Кстати, перья казуара не имеют скелета, поэтому они мягкие и гибкие, прямо как шерсть. Казалось бы, по всем внешним признакам казуар — это великолепный охотник. Быстрый, ловкий и сильный. Острый клюв и когти просто созданы для того, чтобы убивать. Но вот незадача. Птица
птица-то у нас травоядная, а если быть точными, фруктоядная. Более того, веганская диета сделала пичугу одним из главных распространителей семян на острове, ибо семечки фруктов в желудке казуара не перевариваются, поэтому каждый раз, справляя нужду, птица-рептилоид дарит новую жизнь новому растению. В отличие от большинства других пернатых, у казуара древняя форма феминизма, ведь всем в казуаровой семье заправляет самка. Она и больше, и агрессивнее, да и шлем у нее больше, чем у мужа. Что касается периода любви, то точного сезона размножения нет. Прежде чем перейти непосредственно к процессу, самец облюбовывает участок в 1 квадратный километр. Пришедшая на его район самочка гуляет с парнем около 2 недель. За это время она успевает наплодить от 3 до 8 яиц. Ну а исполнив материнский долг рождения, дама уходит к новому кавалеру, оставляя своего бывшего с рогом, потому что именно самец будет высиживать кладку без участия матери кукушки. Период насиживания кладки длится месяц. С отцом казуарята живут около 9 месяцев. Все это время заботливый папаша будет яростно оберегать своих деточек от хищных взглядов всяких там мясоедов типа динго. А теперь самое интересное, ведь что там у нас в названии ролика? В 2004 году нашего героя признали самой опасной птицей в мире. И не просто так. Обычно птица старается не попадаться людям и хищникам на глаза. Но если казуару кто-то угрожает, ему или его потомству, церемониться пернатый каратист не станет, и вы сразу получите солнечное сплетение 12-сантиметровым когтем. От его вздорного нрава пострадали как обычные путешественники, удачливо зашедшие на территорию птицы, так и работники зоопарка, постоянно приносящие пернатому покушать. Да что там обычные гражданские людишки. Казуар настолько отбитый, что во время Второй мировой войны потерь от его лап в австралийских и американских войсках на территории Новой Гвинеи было больше, чем от боевых действий. Но не думайте, что птица нападает на всех и без причины. Казуар всегда предупредит своего противника, прежде чем сделать кусь или топ ножкой. Так что если вы заметили, что птица нагибается и распушила перья, бегите, вам этот бой не выиграть, хотя и забег тоже вряд ли. Несмотря на всю свою злобность, казуар заслужил от государства обезьяноподобных уважение, и поэтому люди казуара терпят, любят и оберегают. Видимо, стыдятся за преступления прошлого, ибо раньше на птицу охотились ради вкусного мяса. И хотя в результате многочисленных столкновений казуаров с человеком большие территории австралийских национальных парков были временно закрыты во избежание контактов человека с этими психами, сейчас насчитывается около 20-40 тысяч особей, и охота на него запрещена. Живет наш пернатый динозавр около 19 лет в дикой природе. В зоопарках казуары достигали возраста 40 лет. А как вы думаете, почему казуар, будучи фрукторианцем, такой агрессивный? Может быть, это генетическая память их доисторического прошлого, когда наша планета была заполнена динозаврами? И вообще, как вы думаете, зачем казуарам шлем? А то великие умы опять не могут разобраться без наших советов. Так что пишите свое мнение в комментариях. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал Животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планет. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!